На этой неделе биткоин упал ниже 100 тысяч долларов после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в 2025-м ФРС не будет спешить со снижением процентной ставки и может снизить ее максимум 2 раза в следующем году, так как инфляция не подает признаков падения. Такие комментарии спровоцировали настоящую панику на рынке, ведь биткоин потянул за собой все альты, и начиная с понедельника было зафиксировано более 3 миллиардов долларов ликвидаций. На этом фоне сразу появились статьи, что биткоин готовится пробить 80 и даже 50 тысяч долларов, в то время как другие альты вернутся в диапазон конца 2023 года. Но пока многие криптоинвесторы в панике продавали свои монеты, большие игроки, такие как майнинг-компания Mara Holding, Cat 8, японская фирма MetaPlanet, всем известный Майкл Сейлор, самый большой фонд в мире BlackRock, а также другие киты, активно скупали биткоин и отправили в него более 7 миллиардов долларов. Но знаете, кто еще использовал падение рынка в свою пользу? Сам Дональд Трамп, ведь его криптокомпания приступила накапливать эфир около 3000 долларов, а также компания покупала многие другие монеты, которые работают на его сети. Такой интерес со стороны крупных игроков говорит лишь об одном: они прекрасно знают, что криптовалюта — это новый класс активов, который перевернет финансовую индустрию, и на замену фиатной валюте, которая обесценивается с каждым годом, придет полностью дефляционное цифровое золото биткоин. И об этом говорит сам Трамп, ведь в последнем интервью он сказал, что одним из способов победить растущий госдолг, который уже превысил 36 триллионов долларов, может стать именно биткоин. И в это время Майкл Сейлор раскрывает уникальную стратегию, благодаря которой правительство США может заработать 81 триллион долларов за счет биткоина. Также Трамп понимает, что биткоин имеет значение геополитического масштаба, ведь, как он сказал, Штаты будут первыми и не позволят Китаю стать лидером в этом направлении. Таким образом, если вы до сих пор думаете, что сейчас стоит продавать, сегодня я на примере свежих данных докажу вам обратное и объясню, почему вам стоит держать биткоин и продолжать его накапливать. Также мы поговорим о том, кто именно откупает рынок, закончилась ли эта коррекция, почему заявление Пауэлла не отменяет буллран в следующем году, что нас ждет в преддверии окончания 2024, как Сейлор спасет США от роста госдолга, и дополнительно я вам покажу, какие альты скупает семья Трампа во время падения. Перед просмотром обязательно поддержите видео лайком и давайте наберем минимум 2000, которые станут отличным подарком для всей нашей команды за проделанную работу в этом году. Вам заранее спасибо за поддержку. Меня зовут Влад. Мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, рад вас видеть на канале Coin22, где на протяжении всего 2024 мы делились с вами самым полезным контентом, но в преддверии окончания года ролики будут выходить намного реже, чем обычно. Тем не менее, мы продолжаем оставаться 24/7 на связи в нашем телеграм-канале, где публикуются актуальные новости, отчеты, утренние дайджесты и много всего полезного. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех новостей, обязательно подписывайтесь прямо сейчас. Что ж, ключевой темой недели стало падение рынка после пресс-конференции Пауэлла, где он сделал для нас большой сюрприз и заявил, что ФРС теперь снизит ставки, когда увидит дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Он отказался называть более точные прогнозы сокращений в 2025 году, заявив, что это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика США. И в то время как экономисты ожидали 3 снижения в 2025 году, ФРС заложила всего 2, и они не видят, что инфляция вернется к 2% до 2027 года, после чего фондовый рынок и биткоин полетели вниз. Но конкретно на биткоин больше повлиял ответ Пауэлла, когда его спросили о стратегическом резерве на базе биткоина. Тогда он сказал: нам не разрешено владеть биткоинами, и мы не ждем изменения закона. А рынок, как обычно, воспринял это слишком серьезно. Но как мы писали еще в нашем телеграм-канале, повода для паники нет. Прежде всего, комментарии Джерома Пауэлла не должны были никого удивить. Федеральная резервная система не контролирует политику биткоина, ее контролирует Конгресс, о чем также заявил гендиректор Bitcoin Inc. Дэвид Бейли. Так что комментарии Пауэлла неуместны, когда речь идет о стратегическом резерве биткоина для США. Рынку просто нужен был повод, чтобы остыть после недавнего взрывного роста. И честно говоря, такие падения полезны, особенно на бычьем рынке. Это не первый мой буллран. Я прошел через 2 бычьих рынка биткоина с тех пор, как начал его покупать в 2018 году. И поверьте мне, эти откаты совершенно нормальны, и они являются частью долгосрочного роста, что идеально подтверждает данный скриншот. Они выбивают слабые руки, консолидируют поддержку и готовят почву для еще более крупных движений вверх.
По моему опыту, мы только что вошли в этот бычий рынок. И еще более активный рост начнется в 2025 году. Трамп еще даже не вступил в должность. Его администрация, скорее всего, будет продвигать биткоин и крипторегулирование. А в сочетании с ростом институционального и глобального принятия, следующий год может стать историческим для криптоиндустрии. Таким образом, паниковать не стоит. Не позволяйте краткосрочному шуму и фома выбивать вас из долгосрочной игры. Вместо этого используйте эти падения в свою пользу, покупая монеты на откате, как я советую вам на протяжении всего года в каждом нашем ролике. И как раз таки эту возможность не упускают большие игроки. На этой неделе было несколько компаний, которые откупали падение биткоина. 19 декабря, когда биткоин пробил 100 тысяч, майнинг-компания Mara Holding сообщила, что она купила 15 574 биткоина, примерно за $1,5 миллиарда по средней цене за монету на уровне 98,5 тысяч. Также компания добавила, что она достигла доходности по биткоину в размере 22% за квартал и 60% за год, а по последним данным компания держит 44 394 биткоина. Также о своих покупках сообщила фирма Hide 8. Она купила почти 1000 биткоинов на $100 миллионов. Тем временем компания MetaPlanet, которую называют японской микростратегией, объявила о плане использования заемных средств для покупки биткоина. 20 декабря компания заявила, что выпустит облигации на 5 миллиардов йен, это почти $32 миллиона, чтобы купить больше биткоина. И это далеко не первый выпуск облигаций для покупки цифрового золота. Ну и куда же без главного покупателя этого года, фонда BlackRock, который 18 декабря, в момент падения цены до 100 тысяч, отправил в биткоин $359 миллионов. При этом, если взять общие оттоки с ETF, они даже не превысили 1 миллиарда, в то время как за последние 2 недели ETF получили приток более $5 миллиардов. Тем более из всех ETF большой отток продолжает фиксировать Grayscale из-за высоких комиссий. А как мы разбирали еще в начале этого года, почти все биткоины, которые продает Grayscale, скупает BlackRock, за счет чего всего за 1 год фонд успел накопить на $53 миллиарда. А это даже больше, чем у Saylor. И только этих примеров достаточно для того, чтобы понять, что падение биткоина является обычной коррекцией в большом восходящем цикле. И самое лучшее, что вы можете сделать во время такого движения, это накапливать. Точно так же, как большие фонды и киты. Ведь последние данные указывают на то, что эта коррекция подходит к своему завершению. С ростом давления продаж с каждым часом объемы реализованных убытков также превысили свой недельный средний показатель. Аналитик фирмы Bitcoin On Chain Аксель Адлер сообщил, что реализованные убытки биткоина за последние 5 дней достигли $28,9 миллионов, что на 320% выше его недельного среднего показателя в 2024 году. Отметка в 28 миллионов была пробита всего 10 раз в этом году, после чего происходило восстановление цены. Идентичная картина повторяется сейчас, за счет чего можно не только накапливать монеты на спотовом рынке, но и зарабатывать как на росте, так и на падении различных монет. И в этом вам, как всегда, поможет наша подписка Coin22 Pro. На последних скачках рынка участники Pro заработали от 80% на падении Link, от 75% на шортах ADA, от 70% на росте Uni, от 65% на восстановлении цены OP и не только, ведь на протяжении всей недели наши аналитики публиковали лучшие точки входа, чтобы ежедневно фиксировать профит. И я напоминаю, что сейчас у нас продолжают действовать большие новогодние скидки, благодаря которым вы получаете все преимущества Pro в виде пошагового обучения с полноценной практикой, сопровождения, поддержки 24/7 и много всего другого по самым лучшим ценам. Также для вас мы добавили удобную функцию, которая позволяет вам вступить в Pro сейчас по акционным тарифам, а приступить к обучению и торговле вы сможете в любое удобное для вас время после новогодних праздников уже в следующем году. И дополнительно мы индивидуально для каждого участника собираем прибыльный спотовый портфель. Поэтому если вы желаете присоединиться к Pro, чтобы начать зарабатывать на крипторынке, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы предоставим всю подробную информацию. Но кроме биткоина, еще одной монетой, которую активно скупали не только киты, но и сам Трамп, является эфир. После падения ниже уровня 4000 наблюдалось кратковременное восстановление цены на фоне сильного накопления со стороны китов. Платформа Look On Chain сообщила, что 10 недавно созданных кошельков в совокупности вывели с биржи Binance 17 698 эфиров на сумму $61 миллион. Активность китов Ethereum подчеркивает возобновление интереса со стороны крупных инвесторов, которые получают хорошую выгоду
выгоду во время падения. И в это время эфир также покупала криптокомпания Трампа World Liberty Financial. Данные Zscaler показывают, что проект купил более 1400 эфиров за один день, когда его цена упала чуть выше 3000. И сейчас проект держит эфир на 54 миллиона долларов. Но знаете, какие еще монеты кроме эфира покупает Трамп? В портфеле его проекта также есть токены Avi на сумму 1,8 миллионов долларов и монеты Link на общую сумму 1,7 миллионов. Также компания накапливает монеты INA, которую она держит на 170 тысяч долларов. И еще токены Ondo на 230 тысяч долларов. Причем с проектом INA Labs, который выпускает токены INA, компания Трампа недавно заключила прямое партнерство. Целью партнерства является интеграция токенов SUSD компании INA, это токены для стейкинга, в сам проект, что позволит пользователям вносить депозиты, используя стейблкоин USDE и благодаря этому получать вознаграждение, даже в токенах VLF самой компании Трампа. И кстати, монета INA недавно была в нашем топе, и несмотря на локальный откат, она по-прежнему остается в плюсе и имеет хороший потенциал на будущий рост, особенно когда проект сотрудничает с компанией, которую контролирует семья президента США. Но несмотря на интерес к этим токенам, главной монетой, которую даже Трамп рассматривает в качестве резервного актива, остается именно биткоин. Причем на днях глава микростратегии Майкл Сейлор предоставил уникальную стратегию, благодаря которой США могут заработать 80 триллионов долларов с помощью биткоина. Сейлор заявил, что стратегическая политика в области цифровых активов может укрепить доллар США, нейтрализовать госдолг и позиционировать Америку как мирового лидера в цифровой экономике 21 века, расширяя возможности миллионов предприятий, стимулируя рост и создавая триллионы долларов стоимости. Ключевым компонентом подхода Сейлора является таксономия в определении классов активов. Эта классификация должна обеспечить необходимую ясность в том, что отличает каждый класс активов от других. В своем отчете он предполагает, что стратегическая политика цифровых активов позиционирует доллар США как глобальную резервную цифровую валюту. Рынки цифровых валют расширятся с 25 миллиардов до 10 триллионов долларов, создавая огромный спрос на казначейские облигации США. Некоторые даже думают, что в случае создания резерва биткоина его цена может пробить 500 тысяч долларов. Глобальные рынки цифрового капитала могут вырасти с 2 до 280 триллионов долларов. Все это произойдет при том, что база инвесторов США захватит большую долю. Майкл Сейлор считает, что лидерство в цифровых активах, включая биткоин, может поднять рыночную стоимость до 590 триллионов долларов, закрепив доминирование США. Также он пишет, что резерв биткоина может принести от 16 до 81 триллиона долларов США, помогая компенсировать большой госдолг. И эта политика может разблокировать триллионы для американских компаний и укрепить доллар США как главную резервную валюту. Но как я говорил еще в прошлых видео, использование биткоина в качестве полноценного актива является очень серьезным вопросом, который явно нельзя решить за неделю или месяц. На это точно потребуются годы. Тем не менее, 2025 может сильно приблизить США к такому решению. И, конечно же, данную тему мы будем продолжать разбирать в наших будущих видео. Ведь в биткоин также верит Ларри Финк, который является главой самого большого фонда в мире BlackRock. Далее давайте разберем 6 ончейн индикаторов, которые сигнализируют о том, что на рынке сохраняется восходящий тренд, и он продолжает усиливаться. Начнем с конечной цены. Метрика терминальной цены, которая включает в себя CoinDays Destroyed с учетом предложения биткоина, исторически была надежным индикатором для прогнозирования пиков цикла биткоина. SDD измеряет скорость передачи монет, учитывая как длительность удержания, так и количество перемещенных биткоинов. В настоящее время конечная цена превысила 185 тысяч, и вероятно она еще вырастет до 200 тысяч по мере развития цикла. Поскольку биткоин уже пробил 100 тысяч, это говорит о том, что нас может ждать еще несколько месяцев позитивного ценового движения. Далее хочу вам показать POEL Multiple, который оценивает ежедневный доход майнеров относительно их годовой скользящей средней. После халвинга майнеры испытывали резкое падение доходов, создав период консолидации. Теперь индикатор снова поднялся выше единицы, что сигнализирует о возвращении прибыльности для майнеров. Исторически превышение этого порога указывало на более позитивные стадии бычьего цикла, часто отмеченные экспоненциальными ценовыми пампами, и похожая картина наблюдалась во время всех прошлых буллранов. Следующий важный индикатор – это Z-оценка MVRV. Он измеряет рыночную стоимость относительно реализованной стоимости. Стандартизированная в Z-оценку для учета волатильности актива, она оказывалась очень тонкой в определении пиков и минимальных диапазонов цикла. На данный момент MVRV биткоина остается ниже перегретой красной зоны со значением около 3. Это сигнализирует о том, что все еще есть место для роста. Хотя в последних циклах наблюдалась тенденция к снижению пиков, Z-оценка предполагает, что рынок еще далеко от достижения пика. Также давайте разберем активные адреса настроений. Эта метрика отслеживает 28-дневное процентное изменение активных сетевых
сетевых адресов вместе с изменением цены за тот же период времени. Когда рост цены опережает сетевую активность, это говорит о том, что рынок может быть перекуплен, поскольку положительное ценовое движение может быть неустойчивым, учитывая использование сети. Последние данные показывают небольшое охлаждение после быстрого роста биткоина с 50 до 100 тысяч, что указывает на здоровый период консолидации. Эта пауза, вероятно, закладывает основу для устойчивого долгосрочного роста и не означает, что мы должны быть настроены на медвежий тренд в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Еще есть коэффициент прибыли от потраченных средств. Он измеряет полученную прибыль от транзакций биткоина. Последние данные показывают рост извлечения прибыли. Одно предупреждение, которое следует учитывать, это растущее использование биткоин ETF и производных инструментов. Инвесторы могут переходить от самостоятельного хранения к биткоин ETF из-за простоты использования, что, конечно же, может повысить значение данного показателя. Далее хочу вам показать VDD. Он расширяет другой индикатор CDD, взвешивая более крупных долгосрочных держателей. Когда данный показатель входит в перегретую красную зону, он часто сигнализирует о крупных ценовых пиках, поскольку крупнейшие, более опытные участники рынка начинают продавать. Хотя текущие уровни индикатора VDD указывают на слегка перегретый рынок, история показывает, что он может сохранять этот диапазон в течение нескольких месяцев до пика. Например, в 2017 году VDD указывал на условия перекупленности почти за год до вершины цикла. В совокупности эти показатели указывают на то, что биткоин входит в последней стадии своего бычьего рынка, хотя некоторые индикаторы указывают на краткосрочное охлаждение или небольшое напряжение, за счет чего мы будем наблюдать слабое движение под конец года. Но все равно большинство индикаторов подчеркивает существенный потенциал на рост в течение 2025 года. Ключевые уровни сопротивления для этого цикла могут сформироваться между 150 тысяч и 200 тысяч, на что указывают данные индикаторы. Ну а о целевых уровнях на следующий год мы будем уже более подробно говорить в большом прогнозе на 2025, который мы постараемся для вас сделать в первую неделю января. Поэтому обязательно поддерживайте контент лайками, жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть новые видео. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, если вы этого еще не сделали, а в комментариях можете оставлять все интересующие вас вопросы, ведь мы стараемся отвечать каждому. Вам желаю удачи и увидимся в следующем ролике, где мы подведем итоги этого года. Вам спасибо за просмотр, до скорых встреч!